Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, с вами команда Юпитер Стар и я Валентин Бахвалов со свежими новостями из мира недвижимости. Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий семьи с двумя и более детьми от налога на доходы физических лиц НДФЛ при продаже квартиры или дома, если они покупают на эти деньги новое жилье. Льгота предусмотрена для детей, получивших доход от реализации недвижимости с 1 января 2021 года. Законом предусмотрено, что от НДФЛ освобождаются доходы, получаемые семьями с двумя или более детьми при продаже квартиры или жилого дома или их частей, и направленные на покупку нового жилья с целью улучшения жилищных условий. Освобождены от НДФЛ могут быть как родители и усыновители, у которых есть несовершеннолетние или учащиеся очно дети в возрасте до 24 лет, так и сами дети. При этом должны быть соблюдены некоторые условия, например, условия о покупке нового жилья в год продажи старого, или не позднее 30 апреля следующего года. Кадастровая стоимость реализуемой недвижимости не должна превышать 50 миллионов рублей. Предполагается, что новое жилье дороже прежнего. Заплатить имущественные налоги за 2020 год, в частности налог на недвижимость и землю, а также транспортные, россияне должны до 1 декабря 2021 года. Внести нужные суммы стоит собственникам квартир, комнат, домов, участков и автомобилей. Со 2 декабря неуплаченные налоги превратятся в задолженность, предупредили ФНС. Напомним, что сейчас доходы от продажи недвижимого имущества, а также долей в нем, освобождаются от НДФЛ, если объект находится в собственности физлица в течение минимального предельного срока владения или более. Минимальный предельный срок владения в общем случае составляет 5 лет. В отдельных ситуациях, например, при продаже единственного жилья, 3 года. Комментируемый закон добавил в статью 217.1 Налогового кодекса Российской Федерации новый пункт 21. В этом пункте сказано, что доход от продажи жилой недвижимости, комнаты, квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома или доли в праве собственности освобождается от НДФЛ независимо от срока нахождения в собственности продаваемого объекта, если одновременно соблюдаются следующие условия. На дату перехода к покупателю права собственности на проданное жилье налогоплательщик является родителем или усыновителем не менее 2 детей, не достигших возраста 18 лет, 24 года, если дети обучаются в очной форме. В календарном году должен быть зарегистрирован переход права собственности на проданное жилье, или не позднее 30 апреля следующего года налогоплательщик купил иную жилую недвижимость и зарегистрировал ее на себя, либо внес полную оплату, если квартира приобретена в строящемся доме. Общая площадь нового жилья или его кадастровая стоимость, определяемая учетом совокупного размера долей налогоплательщика, супруга или супруги или детей, превышает соответственно общую площадь в проданном жилом помещении или его кадастровую стоимость. Кадастровая стоимость проданного жилья, независимо от размера продаваемой доли налогоплательщика в соответствующем праве собственности, не превышает 50 миллионов рублей. Налогоплательщику, его супруге, детям до 18 лет на дату регистрации перехода к покупателю права собственности на проданное жилье не принадлежит в совокупности более 50% в праве собственности на иное жилое помещение. Речь идет с общей площадью или кадастровой стоимостью, превышающим собственную общую площадь или кадастровую стоимость приобретенного жилого помещения, независимо от размера доли налогоплательщика в соответствующем праве собственности. Так что в связи с данными событиями хочется поздравить многодетные семьи, которые смогут сэкономить на уплате налога в казну нашего государства. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, не держите в секрете от друзей. А с вами была команда Юпитер Стар и я Валентин Бахвалов. До встречи в следующих видео. Юпитер Стар.